России не повезло с теплыми морями. Большая часть ее побережья омывается студеными водами Северного Ледовитого океана. Берингово море, Чукотское, Восточно-Сибирское, море Лаптевых, Карское. Но и здесь, среди этого сурового мира, есть свои исключения. Это Баренцево море. Подводной фауне Баренцева моря совершенно не подходит эпитет «арктический» или «заполярный». Столь необычное богатство подводной жизни объясняется тем, что сюда проникает теплое дыхание Гольфстрима. Именно благодаря Гольфстриму, определяющему климат всей планеты, здесь, за полярным кругом, и возник этот удивительный мир. Поселок Дальние Зеленцы расположен на берегу Баренцева моря в 160 километрах к северо-востоку от Мурманска. Недалеко. Но добраться сюда по суше непросто, а порой даже невозможно. Здесь действительно чувствуешь себя на краю земли. Сейчас поселок почти полностью разрушен. Но когда-то было по-другому. Эти здания были построены по шведским технологиям более полувека назад. Даже в таком виде они завораживают своей монументальностью и архитектурными изысками. А принадлежат они Мурманскому морскому биологическому институту, созданному еще в 30-х годах прошлого века. Когда-то здесь кипела жизнь. В поселке был детский сад, школа, библиотека, клуб. В многочисленных лабораториях трудилось более 500 сотрудников, а специализированные морские суда ходили в научные экспедиции. Потом институт перевели в Мурманск. В Дальних Зеленцах остались только те, кто не хотел или не смог уехать. Но ученые не теряют надежды, что исследования подводного мира Баренцева моря все же возродятся, пусть и не в таких масштабах, как раньше. Весь теплый сезон, с мая по октябрь, они живут и работают здесь, занимаясь изучением подводных обитателей этого сурового края. Сейчас время максимального отлива. Сотрудники Мурманского биологического института под руководством доктора биологических наук Михаила Макарова проводят контрольный лов молоди промысловых рыб. Большинство морских рыб обитает в толще воды в открытом море. Но их молодь, появившаяся еще весной, проводит первый год жизни на мелководье. Среди густой растительности проще найти корм
и спрятаться от хищников. С помощью небольшого закидного невода специалисты отлавливают мальков с определенных участков бухты. Эта нехитрая снасть помогает успешно решить поставленные задачи. Зная площадь участков и их глубину, ученые могут довольно точно определить общее количество молоди и ее видовой состав. Потом эти данные будут использоваться для оценки состояния популяций промысловых рыб района. Наша встреча с Михаилом – это большая удача. Он не только ученый, но и опытный аквалангист с 20-летним стажем погружений. Его опыт и знания помогут нам быстрее освоиться в незнакомом месте. Смотрите, кто там плавает? О, тюлень, да. Неподалеку от поселка Дальние Зеленцы находится небольшой архипелаг. Это Гавриловские острова. Острова являются частью Кандалакшского заповедника. Старший инспектор заповедника Николай Елисеев – коренной житель Дальних Зеленцов и ветеран заповедного дела. Более 30 лет он охраняет суровую, но удивительно красивую природу Крайнего Севера. Вместе с Николаем мы собираемся посетить заповедные острова и совершить там несколько погружений. На быстроходном катере идти до островов недолго. Все снаряжение нужно подготовить заранее. В открытом море на качающемся судне это будет сделать сложнее. Весной и летом Гавриловские острова принадлежат птицам. Здесь гнездятся кайры, чайки-маевки и, конечно же, гага, для защиты которой и был создан заповедник. Но сейчас осень, и острова пусты. Наша первая встреча с подводным миром островов будет проходить здесь. Будет по стеночке хорошо и тихо. И думаю, что и глубина будет нормальная. Да, глубина она есть. Где-то 30 метров. Без меня, при мне, сколько я работаю, никто здесь не нырял. То, что нам предстоит побывать в роли первопроходцев, еще больше подогревает интерес. Каждый сантиметр скалы – это целый мир удивительных созданий.
эту расщелину кто-то выбрал своим домом. Но хозяина не просто увидеть, а увидев, не захочешь в гости. Это зубатка. В древности считали, что зубатка питается потерпевшими кораблекрушение моряками. Англичане до сих пор зовут ее рыба-волк. Впрочем, первое впечатление обманчиво. Зубатка совсем не кровожадна, если ее не трогать. Устрашающие зубы нужны ей, чтобы разгрызать раковины моллюска, ее излюбленное лакомство. На глубине 30 метров становится темнее и чувствуется течение. Но сюрпризов меньше не стало. Видимо, яйца кайры или чайки выпали из гнезда и в целости сохранились на морском дне. Подводные обитатели Гавриловских островов, похоже, свыклись с нашим присутствием и совсем не хотят расставаться. Мы бы рады продолжить знакомство, но неумолимые правила подводных погружений требуют нашего возвращения на поверхность. На глубине 6 метров остановка. Понадобится несколько минут, чтобы азот высвободился из организма. А пока можно полюбоваться медузой цианеей. Она спокойно плавает вокруг, будто нежится в лучах яркого солнца. Это сравнительно небольшой экземпляр. Ее сородичи могут достигать в диаметре 2,5 метров. Большую часть жизни медуза цианея арктическая или львиная грива проводит в открытом океане. Ее длинные щупальца густо усажены жалящими клетками. Они содержат сильный яд, смертельный для мелких животных и опасный даже для крупной рыбы. Но у нашей попутчицы с рыбой вполне мирные отношения. Небольшая треска спокойно плавает в непосредственной близости от смертельного оружия. Медуза не трогает рыб. Они уничтожают паразитов, живущих среди щупалец. Неплохое, неплохое. Как у нас на Кречетове тоже такая скала. И вот тоже камушки навалено, уходящие вглубь. Прилично. И когда солнышко выглядывает, вполне приятное. Основным занятием жителей побережья Баренцева моря всегда был и остается рыболовный промысел. Но, несмотря на это, его подводные богатства по-прежнему значительны.
Здесь есть все условия для поддержания биологического разнообразия и рационального использования природных ресурсов. Ученые выращивают здесь морскую капусту. Прямо в Зеленецкой бухте расположена экспериментальная плантация этой бурой морской водоросли. Использовать дикорастущие заросли ламинария человек начал очень давно, в первую очередь как продукт питания. Позднее растение стало использоваться в косметических целях. Из него изготавливали медицинские препараты и сельскохозяйственные удобрения. Но перед учеными стоит другая задача. В последние десятилетия наука выявила и другие не менее ценные свойства этого растения. Было установлено, что ламинария способна аккумулировать радионуклиды, тяжелые металлы и даже нефтяные отходы. Заросли ламинарии – это эффективный естественный биофильтр. Такие плантации, созданные, например, в акваториях морских портов или в районах морской нефтедобычи, смогут значительно улучшить экологическую ситуацию и снизить отрицательное влияние на подводные сообщества. Несмотря на такое разнообразие и богатство подводного мира, жизнь в Баренцевом море распределена неравномерно. Постоянное волнение, частые штормы не дают возможности развиваться морским организмам повсеместно. А вот Зеленецкая бухта с ее узкими входами и многочисленными островками как нельзя лучше защищена от сокрушительной мощи Баренцева моря. Подводный мир здесь, пожалуй, самый разнообразный. Вот уже несколько лет, как здесь успешно работает спортивно-туристический центр. Его задача – знакомить увлеченных людей с удивительным миром Баренцева моря. Мы направляемся к острову Безымянный. Там, по словам инструктора, можно встретить большинство представителей местной фауны. Морское дно здесь – это череда крутых отвесных скал и пологих песчаных склонов. Повсюду встречаются заросли, уже знакомой нам ламинарии. Но, пожалуй, самый многочисленный обитатель здешних мест – это морской еж. Этими иглокожими усеяно все вокруг. Многочисленные иглы морского ежа служат ему не только для защиты, но и для передвижения.
Ловко перебирая ими, он с удивительным проворством удирает от яркого света наших фонарей. А это всем известная камбала. Ее невозможно спутать с другой рыбой. Интересно, что сразу после выхода из икринки камбала имеет нормальный рыбий вид. И только по достижении определенного возраста она принимает такую экстравагантную форму. Спокойно разгуливающая у дна треска не подозревает, что за ней внимательно наблюдают. Это бычок. Этих рыб отличает непомерный аппетит. Конечно, взрослая треска ему не по зубам. А вот потерявший осторожность малек – вполне подходящая добыча. Поражают разнообразием своей окраски многочисленные морские звезды. Здесь их насчитывают около 40 видов. Это одна из наиболее древних групп животных. Морским звездам более 400 миллионов лет. Подобно морским ежам, своим близким родственникам, морские звезды могут передвигаться. Правда, очень медленно. Впрочем, встречаются довольно резвые экземпляры. У подводных экскурсий есть один минус. Они быстро заканчиваются. Время пролетает незаметно. Нам пора возвращаться. Но впереди новый день и новые встречи с этим прекрасным и таким загадочным миром. Наше следующее погружение будет проходить в проливе между мысом Аварийный и островом Немецкий. Там немножко под стеночкой и идем, значит, у нас будет по левую руку склон, то есть мы идем по компасу на восток. Мы уже не чувствуем себя чужаками в этом странном мире. Его необычные формы, звуки, движения с каждым погружением становятся все понятнее. Но каждый раз это по-прежнему новый опыт и новые встречи. Этот краб за длинные тонкие ноги получил прозвище «паук».
В отличие от большинства морских обитателей, он не пускается на утек при приближении опасности. Он уверен в своем искусстве маскировки. И пока охотник будет разбираться, краб это или часть ландшафта, можно потихоньку скрыться в ближайшей щели. В густых зарослях ламинарии можно встретить еще одного представителя ракообразных. Камчатский краб – краб-вселенец. Он был завезен сюда с Камчатки в начале 70-х. Сейчас популяция краба в Баренцевом море настолько увеличилась, что стала превышать камчатскую. Это молодые особи. Размеры их карапакса не превышают и 10 сантиметров. Их гигантские родичи с размахом лап более 1,5 метров ушли сейчас на глубины, недоступные аквалангисту. На мелководье они вернутся весной, когда начнется нерестовый период. Миллионные стада крабов пройдут по дну, сметая все на своем пути. Не просто придется тогда местным обитателям. Камчатский краб в Баренцевом море стал хорошим примером недопустимости вмешательства человека в природные процессы. Они же, Саша, они же планировали туда идти, да? А? Они же планировали туда идти. Да, ну, видишь, я сейчас хочу пройти туда. Из всех обитателей Баренцева моря больше всего наше воображение поразили актинии. Эти удивительные создания, напоминающие георгины, встречаются здесь повсеместно. Разнообразие форм и красок только усиливают их сходство с цветами. Но это сходство обманчиво. Актинии – настоящие хищники. Похожие на лепестки щупальца усажены ядовитыми клетками. Количество щупалец может достигать 200 штук. Актинии жалят ими свою добычу, парализуя ее. Ротовое отверстие находится в центре венчика из щупалец. Но чем же питается актиния? Оказалось, что науке доподлинно неизвестно, что становится добычей этого изящного создания. В следующее погружение мы решили провести эксперимент и предложить актинии небольшую рыбешку. В Зеленецкой бухте, недалеко от острова Кречетов, есть место, которое получило название «Сад камней». Здесь, на дне моря, на большой территории, рассыпаны огромные валуны. Сюда мы и направились в поисках подходящей и, главное, голодной актинии.
несмотря на их изобилие, найти подходящую кандидатуру оказалось не так-то просто. Актинии часто селятся в довольно неудобных для наблюдения местах. В основном это вертикальные стенки, порой с отрицательным уклоном. Часто их можно встретить на выступающих скальных козырьках, где они живут, так сказать, вниз головой. Конечно, мы понимали, что малоподвижные актинии за рыбами не гоняются, и в их меню, скорее всего, этого блюда нет. Наш эксперимент был из серии «А вдруг?». Наконец, удача. Подходящая кандидатура выбрана, можно начинать эксперимент. Наша подопытная повела себя великолепно. Актиния стала как бы сворачиваться внутрь. Начался процесс заглатывания. Сразу оживились мелкие креветки, которые обитают рядом с актиниями и питаются остатками их трапезы. Через несколько минут цветущая актиния превратилась в малопривлекательный нарост на скале. Пройдет несколько дней, пока процесс переваривания завершится, и цветок опять распустится. Эксперимент удался. Мы, конечно, не претендуем на научное открытие, но разве до этого кто-нибудь знал, что актинии могут съесть рыбу? Несмотря на прекрасную погоду, совсем не соответствующую нашим представлениям о Заполярье, север дает о себе знать. Дни становятся короче, а ночи холоднее. Через пару месяцев солнце уже не будет показываться из-за горизонта, и наступит полярная ночь. А пока можно воспользоваться тихой погодой и посмотреть, что происходит в Баренцевом море ночью. Как и для наземных обитателей, смена дня и ночи – важная составляющая подводной жизни. На смену дневным обитателям приходят ночные, а дневные меняют свое поведение. Впрочем, наш старый знакомый бычок никогда не изменяет своим привычкам. Но попытки его безуспешны. Наши фонари делают его хорошо заметным для юркой молоди.
Камбала активна и днем, и ночью, если можно назвать активностью постоянное лежание на дне. Это ее обычное состояние. Плоская форма и способность к мимикрии делает ее практически незаметной как для врагов, так и для добычи. Только назойливый оператор может заставить камбалу сдвинуться с места. По илистому грунту неторопливо бредет рак-отшельник. Эта ракообразная не надеется на крепость своего панциря и использует для защиты пустые раковины моллюсков. Но сейчас, похоже, он не очень озабочен своей безопасностью. Его задача – съесть как можно больше и как можно скорее. Это вытянутая рыба, которую трудно встретить днем, обыкновенный или атлантический маслюк. Свое название он получил за очень скользкую, словно смазанную маслом кожу. Маслюки ведут оседлый образ жизни. Нередко они оказываются застигнутыми врасплох очередным отливом. Впрочем, это небольшая проблема. Маслюки спокойно могут дышать и дожидаться среди влажных водорослей прихода воды. В спокойных водах Зеленецкой бухты прекрасно чувствуют себя представители еще одного типа животных. Это асцидии. Они селятся на дне большими колониями. Безостановочно прокачивая через себя кубометры воды, асцидии извлекают из нее питательные вещества. Но такой оседлый образ жизни асцидии ведут не всегда. Их личинки могут свободно перемещаться в толще воды и, более того, имеют прототип позвоночника – хордо. Со временем личинка прикрепляется ко дну и постепенно теряет хордо. Глотка и кишечная полость – это все, что ей нужно для жизни. Погружение заканчивается. И вместе с ним подходит к концу наше знакомство с Баренцевым морем. А на прощание северная природа делает нам еще один подарок. Наступает новый день. Следуя зову своей небесной хозяйки, отступившая за ночь вода вновь поднимается, возвращая морским жителям их привычный мир.
Пора и нам возвращаться к своим обычным делам. Но мы навсегда запомним этот удивительный мир, его обитателей, суровое, но гостеприимное море, осенние краски тундры. Да, этот мир суров. И в этом его красота и его притяжение. Побывав здесь, понимаешь, что Баренцево море – это не только холод крайнего севера. Этот мир действительно согрет. И хочется верить, что согрет он не только далеким океаническим течением, но и добром человеческих сердец.